Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео мы рассмотрим с вами 6 пластин для стемпинга от Aproteга с платформы AliExpress. Если вам интересно, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Все пластины размером 10 на 15 сантиметров, это размер вместе с подложкой. Каждая пластина приходит с защитной синей пленкой, которую перед применением нужно обязательно снять. Итак, первая пластина Sunnail Summer 001. Название пластины соответствует представленным рисункам. Мороженое, прохладительные напитки, фрукты, цветочки, бабочки, морские обитатели. В общем, все, что вам может пригодиться для создания летнего дизайна. В нижней части пластины представлены композиции размером 2 на 2,5 см. На этих композициях довольно-таки большие элементы, поэтому, скорее всего, они подойдут больше для длинных ноготков. Ну а в верхней части пластины рисунки довольно мелкие, поэтому подойдут и для коротких ноготков. Вот такие дизайны у меня получились при помощи этой пластины. Тут есть и что раскрасить, и что просто отпечатать. На мой взгляд, пластина довольно интересная. Все пластины для стемпинга с очень хорошей гравировкой, поэтому при отпечатывании у меня ни с одной из пластин никаких проблем не возникло. Следующая пластина, на мой взгляд, не менее интересная, но на любителя. Пластина Sunnail Etna 001. На пластине представлены невероятно интересные девушки, пляшущие человечки, всеразличные маски. В нижней части есть композиции, скажем так, этно-орнаментов. 12 больших композиций на пластине размером также 2 на 2,5 см. Так как я очень люблю реверсивный стемпинг, девушек мне, конечно же, сразу захотелось раскрасить. И так как в верхней части пластины представлены довольно мелкие элементы, скомпоновав их, можно составить довольно интересные композиции. Следующая пластина Sunnail Космос и горы 001. И скажу вам по секрету, подобную пластину я уже давно ждала. И тут не сколько из-за космических элементов, сколько из-за ландшафтных рисунков. Пластина, конечно, по большей части фоновая, но согласитесь, горный пейзаж на ноготках вполне может сойти за самостоятельный дизайн. Ну и вот такие дизайны у меня получились, используя эту пластину. Хочу напомнить, что все дизайны я подготавливаю исключительно из тех рисунков, которые представлены на одной пластине. Конечно, дополнить вы их можете уже теми элементами, которые у вас есть на других пластинах. Следующая пластина очень напоминает предыдущую Sunnail Вселенная 001. Действительно, на этой пластине многие композиции ничем не отличаются от тех композиций, которые представлены на предыдущей пластине. Но отличия все-таки есть. В нижней части пластины представлено больше больших композиций размером 2 на 2,5 см. Также на этой пластине есть полый прямоугольник для создания градиентов, либо френч-дизайнов. Ну и мелкие элементы в верхней части пластины также чем-то отличаются. Ну и вот такие дизайны у меня получились с этой пластиной. При этом хочу заметить, что если у вас фон это градиент, то в принципе любой отпечатанный рисунок уже довольно интересно смотрится. Следующая пластина «Скажи себе да» 001. И тут скажу честно, не совсем я поняла эту пластину. На пластине представлены различные человечки в смешных позах, животные, и вроде как тут представлены именно многослойные рисунки. Но ведь по большому счету, имея контур рисунка, заливку раскрасить, то бишь можно как угодно. Тем не менее, вот такие дизайны у меня получились с этой пластиной, и скажу вам, эти дизайны дались мне совсем непросто. Все рисунки отпечатываются замечательно. Единственное, как-то их что-то, я не знаю, изобразить в дизайне, как-то было сложновато. А вот следующая пластина Sunnail Животное 001, надеюсь, заменит мне десяток маленьких пластин, на которых у меня изображены животные принты.
На этой пластине представлено 20 больших композиций размером 2 на 2,5 см. Всего на пластине 10 принтов и 10 негативов, скажем так, этих принтов. То есть, к примеру, принт змеи представлен как в полом варианте, так и в линейном варианте. Пластина, на мой взгляд, вполне самодостаточна, и если в качестве фона у вас градиент, то в принципе особо ничего придумывать и не нужно. Просто отпечатали рисунок и дизайн готов. Но для тех, кто любит заморочиться, и особенно для тех, у кого нет специальных лаков для литья, покажу вам, как можно выйти из этой ситуации. Итак, белый фон полностью перекрываем клеем для фольги. Можно использовать обычный клей для фольги, можно использовать гель-клей для фольги. Далее белым лаком для стемпинга я отпечатываю стемпинг-рисунок. За это время клей на типсе подсох, и я особо не тороплюсь отпечатывать рисунок, так как на поверхности типса образовался тот самый необходимый липкий слой, который обеспечит нам четкий отпечаток. Подожду буквально минутку для того, чтобы лак, которым я отпечатывала стемпинг-рисунок, хорошо высох. И вот теперь можно придать нашему дизайну красок. Конечно, на белом фоне белый отпечатанный рисунок плохо виден, но в принципе нам это особо не мешает. Я распределяю пигменты по всему типсу, и пристанет этот пигмент именно к тем участкам, где нет именно вот этого отпечатанного стемпинг-рисунка. Собственно, получается, что там, где на типсе нет стемпинг-рисунка, там как раз-таки и остался вот этот самый липкий слой от клея для фольги. Теперь остается смахнуть только лишний пигмент, и дизайн готов. То же самое можно, в принципе, делать и на черном фоне. Но на черном фоне неоновые пигменты, скажем так, будут не совсем хорошо видны. А если точнее, то их совсем будет не видно. В данном случае рисунок с пластины я отпечатываю черным лаком для стемпинга и переношу рисунок на типс. И так как пигменты в данном случае нам особо не помогут, придать яркости этому дизайну помогут втирки. На самом деле на белом фоне можно было стемпинг-рисунок отпечатать черным лаком для стемпинга, а на черном фоне отпечатать стемпинг-рисунок белым лаком для стемпинга. В общем, вариантов тут множество. И не обязательно использовать именно белый фон, либо черный фон. Я взяла просто-напросто, такой вот из крайности в крайность, скажем так, самый светлый и самый темный фон для наглядности. И вот так смотрится, в принципе, один и тот же рисунок, только в полом варианте и, скажем, в линейном варианте. Ну и раз уж я заговорила про литье, конечно же, этот способ отлично подходит и для фольги. На типс я уже нанесла клей для фольги, он подсох, и теперь на этот липкий слой я отпечатала стемпинг-рисунок. У клея для фольги очень хороший липкий слой, и, конечно же, к этому слою без проблем пристанет тонкая фольга, которая предназначена именно для литья. Отпечатываем фольгу, и вот, собственно, еще один рисунок в полом варианте и в линейном варианте. Оба рисунка выполнены в технике литье фольгой. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. А если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!